Утро было самым обычным. Бледный солнечный свет пробивался сквозь утреннюю дымку, на кухонных окнах запотевали стекла, а издалека доносился привычный гул просыпающегося города. Папа отправил в семейный чат короткое, но неожиданное сообщение: «Нашел щенка. Забрать домой». Телефон стал нагреваться от всплеска эмоций, поток эмодзи и вопросов, среди которых выделялся один практичный и лишенный восторга: «У нас уже есть собака». В ответ папа прислал фотографию. Крошечный пушистый комочек с огромными глазами резвился вокруг большой спокойной собаки в парке, словно маленькое солнышко. На снимке он выглядел невероятно живым, сообразительным и очаровательным. Папа отправился в парк на прогулку, как это часто бывало, без цели, просто подышать воздухом и размять ноги. Он шел по аллее, усыпанной желтыми кленовыми листьями, мимо скамеек, на которых люди читали газеты. Внезапно он заметил крупную собаку на поводке и рядом с ней, вертящегося, как юла, щенка. Малыш кружился вокруг своего большого спутника, подпрыгивал, кувыркался и внимательно следил за каждым его движением. Это был одновременно ритуал обожания и познания мира. Кажется, каждый его шаг был открытием. Папа остановился и заговорил с хозяином большой собаки. Оказалось, щенок бездомный. Он выскочил из кустов, как тень, и мгновенно превратился в вихрь энергии. Человек пытался его отогнать, но малыш, словно боясь снова остаться в одиночестве, только активнее кружил вокруг. Сердце папы дрогнуло. Он вспомнил, как наша первая собака, тоже еще крошкой, резвилась точно так же, как пахло ее шерсть и молоком, и как дом тогда наполнился новым, радостным ритмом. «Он слишком маленький, чтобы оставить его здесь одного», — сказал папа, и в его голосе слышался тот самый родительский порыв, который велит не проходить мимо. После короткого, но эмоционального обсуждения в чате было решено: забираем. Но возникла проблема: папа приехал на велосипеде, и никакой переноски с собой не было. К счастью, добрая пожилая женщина с мягкой улыбкой предложила пластиковый пакет. Выглядел он ненадежно, но в этой ситуации стал спасением. Папа осторожно устроил щенка внутри, убедился, что тому хватает воздуха, и повесил пакет на руль. Так и поехали домой. Малыш поначалу беспокоился, но затем неожиданно крепко уснул. Этот внезапный, безмятежный сон тронул папу. Теплый комочек, спокойно дышащий в пакете, напоминал о том, что в жизни есть важные вещи, за которые ты несешь ответственность. А обратная дорога стала небольшим путешествием, полным доверия и улыбок прохожих. Уже в нашем районе молодой человек с рюкзаком предложил заменить пластик на более крепкий бумажный пакет. Папа пересадил щенка, и тот, высунув голову, с любопытством разглядывал новый мир из своего импровизированного окна. В подъезде малыш растерялся. Парк сменился лестничной клеткой с непривычными запахами и звуками, гулом лифта, скрипом дверей. Дома было тихо, наша старшая собака гостила у бабушки в деревне. Это давало новому жильцу время освоиться. Мама приготовила щенку еду, и он ел с такой жадностью, будто каждый кусочек был драгоценным подарком. Через пару дней визит к ветеринару подтвердил, что щенок здоров, что важно, оказался девочкой. Ее назвали Луной. С каждым днем Луна раскрывалась. Ее энергия била через край, она играла, царапала наши тапочки маленькими лапами и тут же убегала, оглядываясь, не гонятся ли за ней. Ее смышленность удивляла. За несколько дней она усвоила простые команды и начала понимать распорядок дома. Однажды, играя с мячом, она ловко ловила его и аккуратно приносила к моим ногам. А на кухне, уловив запах готовки, она превращалась в тень мамы, преданно следуя за ней и с восторгом набрасываясь на предложенную еду. Чтобы она набралась сил, мы купили специальное питание. Несмотря на скромные размеры, Луна обладала талантом устраивать хаос. Вернувшись домой, можно было обнаружить следы ее бурной деятельности: разбросанные вещи, бумажки, игрушки. Вины в ее взгляде не было, лишь радостное виляние хвостом и мольба поиграть. Для прохладной погоды мы купили ей ярко-красное пальтишко,
в котором она, слегка пошатываясь, напоминала забавного пингвиненка. После первого купания ее вымытая и высушенная шерсть стала пушистой, как зефир, и она заснула на коврике, тихо посапывая. Вскоре вернулась наша первая собака. Мы подготовились к встрече на нейтральной территории. К нашему удивлению, именно старшая собака поначалу смутилась от неистовой энергии Луны, которая вихрем кружила вокруг. Но постепенно лед растаял. Они начали играть сначала осторожно, потом все увереннее. Вскоре они стали неразлучны, ели, спали и гуляли вместе. Луна обожала свою старшую подругу, а та с терпением и нежностью опекала ее. Луна росла не только в размерах, но и в характере. Она могла быть маленьким тираном, затевая шумные игры, но в ее тирании была лишь радость и потребность в ласке. Однажды на прогулке ее с ног сбили два восторженных щенка. Вместо того, чтобы огрызаться, она, перекатившись, жалобно посмотрела на меня и прижалась, ища защиты. Этот момент показал, что за ее озорным нравом скрывалась ранимая душа. Ее первый снег стал открытием. Она с восторгом пробовала снежинки на вкус, а две пушистые фигурки, носящиеся по полю, оставляли на белом покрывале веселые узоры из следов. Поездка к бабушке в деревню стала для обеих собак настоящим приключением. Луна с упоением исследовала грядки, а после, вымазавшись в земле, они обе предстали перед нами в комичном виде. Домашние дела с Луной всегда становились игрой. Она атаковала швабру, играла в перетягивание тряпки, а вечером, устав от шалостей, сладко засыпала, позволив сделать себе массаж. Год пролетел незаметно. Луна, та самая кроха в бумажном пакете, превратилась в уверенную, прекрасную собаку, неотъемлемую часть семьи. Ее дружба со старшей собакой стала живым доказательством того, как разные сердца находят общий язык. Теперь, глядя вечером, как две подруги мирно дремлют на диване, я вспоминаю тот день и папино решение, которое казалось импульсивным. Оно стало началом истории, которая подарила нам бесконечные маленькие радости, утреннюю суету, следы лап на полу, веселые игры и тихое мурлыканье под боком. Мы дали Луне дом, а она подарила нам тепло, шум и особое счастье, которое приносят только те, кого однажды решили спасти. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!